Россия. От Владивостока до Петербурга и Краснодара. Испания, Канарские острова. Израиль, Южная Корея, Киргизия и Норвегия. Как вы думаете, что может объединять все эти города и страны? Зрители из всех этих стран применили метод выращивания орхидей канала «Классика орхидейного жанра» и получили результаты. И это не голословные результаты. Все они оформлены в отдельные видео и хранятся в плейлисте «Истории зрителей». Привет, друзья! Вы на канале «Классика орхидейного жанра». Эта история началась 7 месяцев назад, вот с такого комментария под видео. Здравствуйте! Я хочу поблагодарить за замечательный канал. Не преувеличивая скажу, что это самый лучший канал по ухаживанию за орхидеями, который я видела. Я обожаю орхидеи, но, к моему великому сожалению и печали, они у меня не всегда выживали. После просмотра ваших роликов я поняла, в чем моя ошибка, ведь то, что мне советовали, было неверным. Мне говорили, что орхидеи не нужно поливать, потому что они не любят много воды. У меня остались 2 детки от умерших орхидей, которые не росли, но и не пропадали. А по вашим советам с алоэ вера тусклые листики у моих малышей заблестели, хотя они еще и не совсем пришли в норму, но я вижу изменения. Я так рада. 3 месяца назад я получила от Надин новый комментарий с новыми результатами. Наташенька, хочу поблагодарить вас за ваши видео. Я из тех, кто придерживался мнения, что орхидеи не любят много воды, и поэтому сейчас уже с ужасом понимаю, что это было просто издевательством. Начала полив по вашему методу, и вот прошло около 5 месяцев после моего знакомства с вашим каналом. И что я заметила? Мои орхидейки, которые просто стояли, начали оживать в прямом смысле этого слова. Вот такие у меня маленькие радости, и все благодаря вашим советам. И вот 4 дня назад я получила комментарий с конечными результатами. Здравствуйте, Наташенька! Не могу не поделиться своей радостью, и я не устану благодарить вас за ваш канал и за то, что происходит с моими орхидейками. Это просто чудо! У меня не такая шикарная коллекция, как у вас, но я рада каждому из результатов и тому, что они у меня после смазывания алоэ вера почти все зацвели. И не только зацвели. Это же просто невероятный каскад цветов. 15 цветов и еще 8 бутонов. Такого шикарного цветения не было даже при покупке. Только одна моя орхидея не цветет, пошла в корни. Еще раз благодарю вас. Теперь я точно знаю, что моя коллекция будет увеличиваться. Мне, как всегда, более всего интересны результаты тех зрителей, у которых ранее ничего не цвело, все умирало или просто доживало свой век, и поэтому я предложила Надин сделать видео о своем результате. К нашей всеобщей радости Надин согласилась, и уже 2 дня назад у меня на почте был видеоотчет о результатах, которые получила Надин. И сейчас вы не только сможете увидеть этот результат, но и услышать историю из первых уст. Итак, встречайте. Надин, Норвегия. Мои приветствия. Мы с орхидейками живем в Норвегии. Климат у нас, наверное, такой же, как и в Питере. Вот мои красавицы. Мои красавицы, мои конфетки для души. Жаль, не могу показать то, что было.
Но они у меня стояли в уголке, и я их прятала. Выбросить было жалко, конечно. Я их, все-таки как-никак люблю. Подсветка. Подсветка у нас, хотелось бы, конечно, лучше. Но с той, что есть, вот такая вот красота. Но, конечно, я думаю, что наша подсветка сыграла не очень большую роль. Она была и до моих процедур с алоэ вера. Алоэ вера и мини-полив. Да, я очень боялась раньше их поливать. Признаюсь, думала, что орхидеи это не любят. Ходит очень много мнений, что вот они такие неводолюбивые. Я посмотрела видео вашей Натали про алоэ вера. Нет, толокнянку, конечно, я тоже видела. Я ее тоже употребляла, но она у меня такая мапузенькая. Вот там ее даже видно немножечко. Вот. И просто-напросто мне ее было жаль. Вот. Куст алоэ у меня был очень огромный, поэтому я использовала вот именно алоэ вера. Поначалу я использовала свежий сок алоэ вера, но после заметила, что кустик моей алойки не очень любил, что его подрезают практически каждый день. И она мне начала просто-напросто засушивать листочки. Тогда я взяла и ее обрезала. Обрезала, поделила по порциям листочки все и заморозила. Вот теперь я достаю порционально вот такими вот маленькими порциями. Достаю, разрезаю напополам и смазываю. На сегодняшний момент я не смазываю очень часто. Примерно раза 2-3 в неделю. Вот. И после просмотра, конечно же, как я уже сказала, просмотра видео про алоэ вера, я думаю, почему бы и нет. Все-таки лучше, чем печалька. Вот такая вот, только с листочками. И то не очень такими, чтобы очень. Вот они у меня такие были все полуповякшие. Вот, я решила. Все, думаю, хуже не будет. И я начала их все смазывать. Смазывала я буквально все. Листочки, стебелечки, ствол. Вот, все, буквально все. Вот, даже почечки, вот эти маленькие почечки, все смазывала. Вот, и прошло, буквально недели 3-4, когда начала замечать маленькие листочки. Тоже большой он уже тут большой у меня. Вот, но он был маленьким. И буквально на всех моих орхидейках, пошли расти новые цветочки, то есть листочки. Вот. Тут на этой орхидейке у меня, я не знаю, какой-то он такой лодочкой. Я надеюсь, что выпрямится. Это моя орхидейка. Она пришла ко мне в декабре.
Вот пришла в декабре, и мы видим, это вот остатки, то, что было. Она была вот такая вот не очень красивенькая. Цветы, конечно, были, но очень уж она была хиленькая. Корешочки были вот такие, буквально все. И я не шучу. После смазывания они начали прорастать. То есть она вообще была такая маленькая, что не держалась. Она не держалась в грунте своем. Вот, мне приходилось вставлять эти самые камешки, чтобы ее держать, чтобы она не упала. Вот. И сейчас она мне держится. Мало того, что она мне держится, так она пустила новые листочки. Новые листочки. И эти новые листочки, и не только листочки, она мне еще пустила маленькую детку. Она мне пустила маленькую детку, а эта детка, красавица, собирается цвести. Вот такая вот она у меня. Прелесть моя во всей красе. Вот она какая. И бутончики еще вот продолжает. Эта моя красавица, она мне уже давно цветет. И цветет, и цветет. Жаль, конечно, не пахнет. Натали, вы говорили, что орхидейки пахнут. Для меня это вообще непонятно, неизвестно, к сожалению. Но красота, вот какая красота. Она цветет и очень долго. Как начала цвести она мне в марте-апреле, да, вот до сих пор. И даже не думает, ни один листочек, ни один цветочек не думает опадать. Следующая моя красота – это мой, как вы, Натали, говорите, летучий голландец. Да, у меня она падала и поломала 2 огромных красивых цветоноса. Но я не расстроилась, оставила их как есть, не обрезала, как я это обычно люблю делать, ничего не обрезала. В этот раз оставила сломанными. И, о чудо, она выпустила мне две веточки. 2 ветки с цветоносами. И мало того, так еще на второй ветке с цветоносом вот такая вот, сейчас покажу, ой. Вот со второй веточки идет еще один цветонос, то есть 3. Вот он такой, мой красавец. Маленький, но цветонос. Ну и, конечно же, моя самая гордость. Моя самая краса. Это мой самый старый цветок, который вообще мне после покупки, а это он у меня уже лет 6. Да, он у меня лет 6. И были одни листочки. Вот как отцвел, так и стоял. После смазывания он выпустил мне 2 огромных листа. Это он начал так. Он так начал. 2 огромных листика. А потом все эти веточки, вот эти все веточки, я их не обрезала.
Я их не обрезала. И эти все веточки, они, смотрите, как они активируются. Ну, буквально просто на глазах. Вот этого еще пару дней тому назад не было. Вот, веточки. Они пошли мне в цветочки. Цветочки. Вот они какие. Вот они какие. Она собирается еще продолжать мне вот выпускать. Вот она какая. А была вообще никакая. То есть вот. Ах. Еще вот что. Ой. Маленький. Что-то тут, наверное, корешочек. Наверное, корешочек. Ну, посмотрим. Вот он какой. Где моя лапочка? Может, был еще вчера, но я его не видела. Вот, ну и это моя прелесть. Он, конечно же, не цветет, но пошел в листики. А листики-то какие? Ну, просто как слоники. Такие прям слоники. Такие вот. Ой, не нарадуюсь. Вот слоники и вот такие вот корешочки. Сейчас покажу. Подсветку засвечивает. Вот какие корни у нас. Ну просто слон. Просто слон, а не цветок. Вот, и это моя красота. Это заслуга вашим видео, Натали. Так что я очень благодарна вам за все ваши советы. Вот, и еще я хочу сказать, что дырочки я проделывала. У меня нету паяльника, поэтому я проделывала дырочки. Вот приспособила такой пистолетик, сняла наконечник. Тут был такой резиновый наконечник, я сняла, вот, нагреваю его полностью и вот проделываю дырочки. Очень удобно, может кому-нибудь пригодится. Вот, ну и хочу показать, как я делаю. Я приспособила, у меня такая кисточка. У меня кисточка, вот она, алойка, тянется. Кисточка для масок. Вот она такая очень нежная, хорошая. И она доходит просто везде. Вот я смазываю буквально все везде. Даже внутри. Вот листочки, под листочками. Ну, буквально все. Почечки, везде. Даже сухие вот корешочки. Я и даже корешочки смазывала. Вот буквально все. Я повторять не буду, потому что они уже сегодня у меня прошли все процедуры. Вот. Ну, вот таким вот способом я это делаю. Вот моя порция. Вот моя кисточка. Рабочий инструмент. Вот. И я вот так вот их обрабатываю. Всем хочу сказать, девочки, не бойтесь. Слушайте советов Натали и делайте так, как она говорит. И все у вас будет в шоколаде, как у меня. Всем всего самого-самого наилучшего. Успехов, все орхолюбители. Вот такие великолепные результаты практически со 100% цветением в Северной Норвегии. Зацвела даже та орхидея, которая до этого 6 лет не цвела. С уникальным методом выращивания орхидей без химически синтезированных удобрений, активаторов, стимуляторов,
энергенов и фитогормонов вы можете ознакомиться в плейлисте «Фаленопсис и вопросы по уходу». Метод разработан каналом «Классика орхидейного жанра». Об использовании натуральных, стопроцентных лекарственных трав и растений вы можете узнать из плейлиста «Целебные снадобья для орхидей». Все ссылки на упомянутые плейлисты я оставлю в описании под видео и в первом закрепленном комментарии под ним. Этот видеоотчет еще раз показал и доказал нам, что путь от полного нецветения орхидей до практически стопроцентного цветения можно пройти чуть более чем за полгода. И если вы хотите, чтобы ваши орхидеи не только успешно росли, но и шикарно цвели круглый год напролет, подписывайтесь на канал. А я еще раз напомню вам, что 21 минуту вы провели вместе с каналом «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал, если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной. Ведь впереди у нас много интересного.